Всем привет! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы с вами будем декорировать стеклянную бутылку. Мне в руки попалась бутылочка красивого синего цвета, но в бутылке не было крышки, и ни одна крышка, которая имелась у меня дома, не подошла. Поэтому мне пришлось задекорировать резьбу на горлышке бутылки и использовать винную пробку. Для работы понадобится самозатвердевающая масса, молды, акриловые краски, акриловый лак, немного шпагата или другой плотной нити, бумажные полотенца или салфетки, столярный клей ПВА. Более подробный список материалов находится в описании под видео. Перед началом мастер-класса хочу порекомендовать вам чудесный творческий канал Гудзик DIY. Хозяйку канала зовут Катерина. Она делает различные интересные предметы декора, украшения к праздникам из простых доступных материалов, таких как картон, папье-маше, а также Катюша создает просто удивительные невероятные фигурки из воздушного пластилина и пластиковых бутылок. Переходите на ее канал, ссылка находится в описании, подписывайтесь. Кстати, сегодня у нее также вышел новый мастер-класс «Пасхальные украшения из природных материалов». Я и сама в восторге от ее идей и работ. Думаю, что и вам, Катина творчество обязательно понравится. Я все-таки решила показать, как делаю массу, так как возникали вопросы и не у всех она получалась. Пропорции даю приблизительные, так как густота клея у разных производителей отличается. На 50 грамм рисовой муки понадобится приблизительно 75 грамм столярного клея ПВА. Если столярный клей слишком густой, то в массу можно добавить немного воды, но необходимо учитывать, что при добавлении воды высохшее изделие может немного уменьшиться в размерах. Также можно использовать ПВА экстра. Обычный клей ПВА для данной массы не подходит. Рисовую муку заменить обычной мукой нельзя. Пропорции соблюдать совсем не обязательно, просто смешивайте рисовую муку и клей ПВА до образования пластичной приятной на ощупь массы. Что касается хранения массы, то она может храниться около 2-3 недель в прохладном месте в полиэтиленовом пакете. Чтобы масса не прилипала к рукам, руки можно смазать любым кремом или маслом. После того, как масса замешана, ее необходимо подержать около часа-полтора в полиэтиленовом пакете, то есть дать компонентам связаться между собой. Далее можно лепить, хотя в принципе можно лепить и сразу. Поверхность бутылки очищаем от этикеток и обезжириваем. Я использую средство для снятия лака. Узор для бутылки придумываю, отталкиваясь от ее рельефа. В средней части бутылки находится выемка с объемными цифрами. Данную часть необходимо оклеить бумажными полотенцами или салфетками, используя смесь клея ПВА с водой в равных пропорциях. Так как на бутылке находятся выпуклые цифры, то приклеивать элементы я буду именно на них.
Таким же способом маскируем все оставшиеся объемные цифры. Как показывает опыт, масса из рисовой муки прекрасно держится на стекле, но стекло обязательно необходимо обезжиривать, а также использовать столярный клей ПВА. Обычный клей ПВА в данном случае не подходит.
Окрашиваем декоративную часть черной акриловой краской. Далее используем акриловые металлики. Я буду применять серебряную и небесно-голубую краску. И в завершении покрываем декоративную часть акриловым лаком. Так как здесь использованы металлики, то необходимо применить именно глянцевый лак, чтобы не пропал красивый металлический блеск. Работа готова. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Всем моим подписчикам огромнейший привет. Всем вам желаю мира, добра, крепкого здоровья, благополучия. Берегите себя и своих близких. Гости канала, если вам нравятся мои видео, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Желаю всем вам творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!